Здравствуйте, друзья, любители текстиля. Сегодня поговорим о такой ткани, как бязь, о постельном белье из бязи и решим, стоит ли покупать такое постельное белье. Итак, ткань бязь. От тюркского слова бяс, отбеленный, белый или арабского дас. Это хлопчатобумажная плотная ткань полотняного переплетения или бумажный холст. Родина бязи – Ближний Восток и страны Леванта, азиатские страны, где традиционно выращивалось много хлопка. Бязь на Руси появился давно, еще в XVI веке азиатские купцы поставляли в Московское государство ткань под названием бязь. В конце XVIII века бязь стали производить в уездном городе Кинешме Иваново-Воскресенской губернии. В то время бязь была недорогим материалом, использовалась в основном для солдатского белья и подкладок для кафтанов. Производство бязи в России является заслугой трех кинешемских фабрикантов. В результате их активной деятельности Вичугского купечества Кинешемского уезда Костромской губернии, оно составляло 0,1% от населения России, 150 тысяч человек, а производили они 10% от текстильного производства Российской империи. За 100 лет, начиная с начала 19 до начала 20 века, вичугскими купцами в окрестностях Кинешмы было основано около 40 текстильных фабрик разных по крупности. В начале 20 века существовало около 20 крупных фабрик с числом рабочих от 300 до 600 тысяч, а также ряд более мелких фабрик и заводов. То есть такой был целый центр текстильный в России. Например, член Императорского русского географического общества Иван Сергеевич Аксаков написал в 1858 году исследование о торговле на украинских ярмарках. Весьма замечательная по сбыту своему бумажная материя, известна у торговцев под именем американского или одесского бумажного полотна или бязи. Американским называется оно потому, что впервые его стали делать американским, а одесским потому, что прежде всего оно появилось в Одессе. А бязь или бязь – испорченное слово турецкое или татарское, заимствованное нашими торговцами от караимов или бессарабских покупателей. Переимчивые кинешемцы, встретив эту материю в своем украинском ярмарочном кочевании, завели тканью бязи у себя на фабриках, и вскоре затем русская бязь появилась в продажах на украинских ярмарках у трех кинешемских фабрикантов, у Разореновых и двух Коноваловых. Вот эти Разореновые и Коноваловы и были теми переимчивыми, а вернее предприимчивыми кинешемцами, которые ввели изготовление бязи в России. Они постепенно научились отбеливать, отделывать бязь. В результате она стала более гладкой, более мягкой, приятной на ощупь. И с конца XVIII века ее стали применять для пошива нательного и постельного белья. А гладкокрашенную и набивную бязь стали использовать для изготовления детской и женской одежды. Она стала незаменима для подкладки платьев, для подкладки костюмов и пальто. Вот эти люди, Федор Разоренов, Александр Коновалов и другие, были не только крупными фабрикантами, они еще были знаменитыми меценатами, поддерживали театры, поддерживали художников, основывали знаменитые хоры и сделали очень много для культурного развития Российской империи того времени. Вот такие вот замечательные были люди. Теперь поговорим о том, что же за ткань такая бязь. Итак, очень важно то, что ее получают исключительно из карной хлопчатобумажной пряжи. 20-50 текс, полученный кольцевым или роторным способом прядения. Чаще всего линейная плотность 25, 29 или 36 текс. Из крученной пряжи получают достаточно редко. В большинстве случаев для основы и утка используют пряжу одинаковой линейной плотности. Если мы говорим, что пряжа карная, значит поверхность у нее не будет идеальная, как у полотна из гребенной пряжи. Это важно, вам нужно тоже это запомнить. Поверхность ткани бязь не идеальная. Зарубежные же бязи могут иметь в своем составе и полиэфирные волокна, не только хлопок. Например, в бязях из Китая, Турции и Пакистана содержание полиэфирных волокон может быть от 10 до 20%. Зачем? Удешевить, во-первых, материал, а во-вторых, добавить тканям немножко несминаемости за счет добавления полиэфирного волокна. Бязь всегда получает полотняным переплетением. Это самое простое переплетение, где нити основы и утка переплетаются через одну.
нить основы снизу, нить основы сверху и так далее. Раппорт равен две нити основы и утка. И так как нити переплетаются через одну, то разрывная нагрузка у такой ткани очень высокая, она очень прочная. Бязь применяется во всех отраслях текстильной промышленности для любого сырья, имеет некоторые специфические названия. Например, в хлопчатой бумажной промышленности ее иногда называют миткалевым переплетением, в шерстоткачестве суконным, в шелковом тофтяным, в льняном полотняным. И полотняным переплетением можно получать самые разнообразные ткани, от грубой мешковины до тончайших батистов. Лицевая сторона и изнаночная сторона полотняного переплетения одинаковые, как позитив и негатив фотографии. Бязь – это ткань достаточно плотная. Плотность классической бязи по ГОСТам СССР от 132 до 176 грамм на метр квадратный. Чаще всего 140-162 грамма на метр квадратный. Количество нити основы на 1 сантиметр 21-25 по основе. И плотность по утку 19-25 нитей, может быть немножко меньше. На рынке же сегодня представлено в основном постельное белье из бязи 120-125 грамм на метр квадратный. Посмотрите, по сути это даже не бязь, если сравнивать с советскими ГОСТами. Зачем снижают плотность? Ну, для того, чтобы сделать дешевле, меньше сырья использовать, но, во-вторых, чтобы сделать постельное белье немного мягче за счет менее плотной ткани. Мне пришлось, я скажу вам, достаточно долго порыться в интернете, чтобы найти бязь нормальной плотности. В основном представлена вот такая вот плотность. Это турецкие и различные другие постельные принадлежности из ткани бязь недостаточно высокой плотности. И только вот у белорусской фабрики Блакит, Барановичская БПХО, хлопкопрядельная и ткацкая фабрика, я нашел нормальную бязь премиум, чистый хлопок 142 грамма на метр квадратный. Ну и вот эта вот турецкая недобязь 130-135 грамм на метр квадратный, но по крайней мере она немного уже ближе к тому, что правильно называть бязью. Вот это очень важный момент, когда покупаете такое белье, обязательно смотрите на плотность. Какие свойства у бязи? Ну, во-первых, гигиеничность, так как это хлопок, обеспечивается хорошей гигроскопичностью, хорошей воздухопроницаемостью, тело дышит, ткань дышит у всех хлопчатобумажных материалов. Гипоаллергенность у хлопка, натуральность и экологичность, так как это чистый хлопок, высокая прочность за счет полотняного переплетения. Самое главное – долговечность. Постельное белье из бязи выдерживает до 200 стирок, очень износостойкое, не усаживается, долго сохраняет яркость окраски и может служить много лет. Низкая усадка, менее 5%, и очень высокая стойкость к стиранию за счет переплетений, за счет применяемой пряжи. Ну а самое главное для нас, как для покупателей, конечно же, это низкая цена такой ткани и постельного белья из нее. К недостаткам бязи можно отнести шероховатость за счет наличия утолщения и утонения, как я вам сказал, так как пряжа кардная. Ну, зато, может быть, кому-то нравится легкий массажный эффект, который вы получаете от такого постельного белья. Отсутствие блеска недостатком будет для тех, кто любит все блестящее, блестящие гладкие поверхности. Средняя склонность у ткани к образованию пилинга, ну и склонность к смятию, так как это чистый хлопок, и хлопок достаточно плотный. Какой делаем вывод? По соотношению цены и качества это очень хорошая ткань и постельное белье, если соблюдены те требования, которые я вам сказал по поверхностной плотности. Бязь выпускается в следующем виде. В виде суровой ткани, применяется в основном для обивки мебели. В виде отбеленной ткани для постельного белья в основном применяется. Различные виды набивной бязи с набивным или напечатанным рисунком. И гладко окрашенной, которая, в общем-то, не имеет изнанки, поскольку окрашена одинаково с лица и с изнаночной стороны. Такое постельное белье очень много используется не только в розничной сети, но используется в поездах, в армии, в больницах, так как оно очень износостойкое, выдерживает большое количество стирок, а в этих заведениях стирается часто. Если плотность бязи больше 140 грамм на метр квадратный, то вот вспомните
постельное белье в железнодорожных поездах, да, спать на таком белье может показаться некомфортно за счет излишней жесткости, но зато очень износостойкой и большой срок службы. Если вы неженка, то, конечно же, вам не подойдет такое постельное белье. Покупайте лучше постельное белье сатиновое или из волокна тенсель. Внешне такое постельное белье из бязи матовое. Оно не будет выглядеть супер стильно, блестяще, роскошно, как сатиновое или шелковое. Поэтому любители роскоши проходим мимо. Как же отличить постельное белье из бязи от сатина? Это внешне даже любой покупатель может сделать достаточно просто. Лицевая сторона у сатина гладкая и блестящая, бязь же имеет матовую поверхность как с лица, так и с изнанки. Бязь по ощущениям немного плотнее сатина, и сатиновые комплекты смотрятся гораздо ярче, чем комплекты из бязи. Ну и цена сатиновых комплектов выше в 1,5 раза, там используется гребенная пряжа, кроме всего прочего. На рынке еще представлено поплиновое постельное белье, оно тоже не блестящее, по свойствам оно ближе к бязи, получено тоже полотняным переплетением. Его отличием будет являться то, что там нити основы утка разной линейной плотности, поэтому оно имеет такую специфическую фактуру, тоже бязь ничем не хуже, чем поплиновое постельное белье. Белье из бязи хорошо подойдет и взрослым, и детям, новорожденным, так как его нужно часто стирать, оно гипоаллергенное. А для школьников тоже подойдет постельное из бязи, так как можно наносить любые рисунки с любых их фильмов, мультфильмов, персонажей и все что угодно. Но если вы видите комплект постельного белья из бязи менее чем 1500 рублей, а тем более меньше 1000 рублей, то, конечно, перед вами ткань очень плохого качества или очень низкой плотности, там 105 грамм на метр квадратный, даже такие можно встретить. Или это вообще ткань из пряжи, где может быть до 50% полиэфира. Я ни в коем случае не рекомендую вам покупать такое постельное, даже если вы хотите предложить его вашим жильцам на съемной квартире. Не экономьте на постельном белье. Правила ухода за постельным бельем из бязи очень простые. Чтобы сохранить дольше ярким рисунок, во время стирки выворачивайте вещи наизнанку. Чтобы было белье мягче, используйте не стиральный порошок, а гель с ополаскивателем. Цветную бязь стирать на температуре 30-40 без отбеливателей. Деликатный режим стирки можно применять, чтобы оно служило дольше. Не ставьте максимальный отжим, так как сложно будет потом погладить. Перед сушкой хорошенько встряхнуть, и чтобы оно лучше разгладилось, его лучше гладить в слегка влажном состоянии. Как видите, ничего особенного в правилах ухода нету. Часто в интернете вы можете встретить такое еще название современное Ранфорс. Чтобы это вас не пугало, это то же самое название бязи. Откуда она к нам пришла, честно сказать, не знаю. Может быть, из Турции, как сейчас все названия приходят, но Ранфорс — это другое название бязи. Что из него делают? Вот эти вот знаменитые платья из нашего советского прошлого, невысокой плотности, менее 125 грамм на метр квадратный, сделаны из бязи. Платьица, халатики, детская одежда верхняя и нижняя с набивным рисунком. А также очень часто используют для изготовления халатов. Халатов рабочих, халатов врачей, халатов работников лабораторий, так как она износостойкая, как я вам говорил, и может большое количество раз подвергаться стирке. Шторы, скатерти, салфетки из бязи для домашнего интерьера, различные шоперы, банданы и подкладочная бязь тоже для верхней одежды. В заключение хочу вам сказать, что спите спокойно на постельном белье из бязи. Да пребудет у вас с вами сила хлопка. Всего хорошего. Всем привет.